Всем привет! Я думаю, некоторые из вас уже знают про появление вот такого вот чуда у меня. Кого-то уже вообще, наверное, ничего не удивляет на моем канале, и когда я говорю, что никого не планирую, значит, кто-то появится. Ну, вот появился Соболь. А для тех, кто все еще удивляется, расскажу почему. В общем, история с Соболем тянется уже года 4. А многие, мои знакомые, кто занимается тоже кошками, у них появлялись соболя, и они их держали. Я все время смотрела на видео, думаю, блин, какие классные, красивые, прикольные. Каждый год, понятное дело, что это происходит сезонно. Соболи очень сезонные, они всегда спариваются там июнь-июль, а рожают апрель-май. То есть у них вот такая вот отсроченная беременность получается практически в 9 месяцев. И, соответственно, это сезонно появляются видеоролики, и я каждый раз такая, блин, как классно, такие прикольные, все узнаю, но никогда не решалась, потому что я никогда не работала с куньями. Соболь это куньи, соответственно, я понимаю, что это вечные куси, это просто какой-то невероятный шквал энергии, ныканье еды, отстаивание своей территории и прочих радостей жизни. Поэтому я прям не решалась на такой шаг. Я определенно знала, что я не буду покупать у питомников, что я буду брать с зверофермы, понимая там все риски, но я понимала, что хочу забрать оттуда, потому что хоть одному животному, понимая, что это хоть капля в море среди звероферм, которых до сих пор существует, но хоть одно вот это прекрасное животное получит любовь, заботу, не будет жить ради того, чтобы оказаться у кого-то на шее, на плечах. Он, конечно, будет на шее, на плечах, но живым, вот таким прекрасным. Это гривичные куси. Тулуп. Его зовут Тулуп. Прошу любить. Зачем ты суешь в рюкзак? Он с котятами пошел знакомиться. Да? Как же тебя назвать? Финтик. Да не, думаю, Бублик. либо шуба, либо тулуп. Нет, бублик Такой, и знаешь, как финтик. рэпер Шуба. Нет. Шуба. Да? Или тулуп. Куда ты лезешь в моем рюкзаке? Что ты там хочешь найти? Зарыться хочешь? Потом мы тебя потеряем, будем искать, а ты в рюкзаке, да? Сегодня вам расскажу про наши витамины. У нас есть витамины для всех кошек и собак. Есть, которые питаются на сухом корме, есть кто на смешанном, есть кто на натуралке. То есть, как всегда объясняю, что вот витамины, мультивитамины, они подходят для тех, кто на сухом корме. Для чего же использовать витамины, если вы на сухом корме? Ведь там написано, что есть витамины. В большинстве кормов витаминная добавка добавляется до момента прессовывания и гранулирования. А это происходит при высоких температурах. Поэтому многие витамины просто уже не имеют такой пользы, которую могли бы иметь, если бы их просто посыпали. Поэтому очень советую хотя бы сезонно добавлять. Витамины для кошек, которые преимущественно на мясе. У меня, например, кошки почти все на мясе, кроме кошек, которые выкармливают котят и котята. Это wellness. То есть, если у вас кошка на смешанном питании, преимущественно мясо ест, или полностью на мясе, wellness полностью покрывает все необходимые микроэлементы, содержит 12 аминокислот, которые вы не сможете ниоткуда взять. Ну и, опять же, к сожалению, не все даже умеют правильно размораживать мясо, то есть долго, муторно и так далее. Поэтому, конечно, полностью оставить полезным мясо даже при перемалывании его не получается. Поэтому обязательно витаминные добавки с большим количеством таурина. Для кошек это очень важно. И у нас ProBio — это для тех, у кого проблемы с кишечником, которые какие-то расстройства. Можете почитать в отзывах, очень много кейсов там, кто как применял. Я при вводе новых животных, котят всегда добавляю ProBio. Все котята у меня начинаются с пробиотиком. Ну и вообще уже есть давно исследование, что сейчас и в корма рекомендуют, и в целом в любое питание добавлять пробиотик. Даю сегодня скидку 10% по промокоду, указанному в описании, и на Озон, и на ВБ. Всего несколько дней.
Успейте купить выгодно. Здоровья вам и вашим питомцам. Ссылочки в описании. Я искренне считаю, что мех соболя можно носить только вот так. Так вот, очередной май. Очередные эти фотки, как люди, у меня многие знакомые занимаются выкупом звероферм, спасают оттуда лис, рысей, и, собственно, у меня 2 рыси тоже со зверофермы. И привет. В очередной раз я увидела и такая подумала, а помните, у меня была такая большая-большая клетка триоловская, которую я покупала для крыс. Но крысы, как у меня многие и предполагали, постоянно оттуда сбегали. Вот, в общем, я уже с крысами забила на эту затею, и, крысы, кстати, до сих пор есть, просто в других клетках. Эта клетка просто стояла и ждала своего часа, года 3, наверное, как она появилась, собственно. И я подумала, что для соболя это как раз на первое время, понятное дело, не на постоянку, а вот на первое время, чтобы закрывать там, пока меня дома нет, или на ночь. Сейчас он закрывается только на ночь, пока нас дома нет, он с нами, а она подойдет. В очередной раз посмотрела ролики. Честно могу сказать, что в этот раз меня моя знакомая прям пихала на это решение, она каждый год выкупает, и она говорит, Кать, давай дам контакт, давай дам контакт. Понятное дело, что я была на этой звероферме 10 лет назад, у меня ни контактов, ничего не осталось. Говорит, давай дам контакт. Я такая, нет, мне не надо, не сейчас, может быть, в следующем году, как, собственно, каждый год я и говорю. И тут я понимаю, что я на выставке в июне в Москве, а останавливаюсь я всегда на выставке жить у своих родителей, живут они в Щелково. Немного географии, кто живет в Подмосковье, знает, что рядом с Щелково у нас Балашиха. И я каждый день ездю на выставку, с выставки приезжаю мимо Балашихи. А звероферма у нас находится в Балашихе. На 3-й день мне уже пишет подруга, говорит, вы же там последний день, вот тебе номерок, позвони. И вот. Слушайте, счастью моего нет предела. Решение, честно, было, несмотря на то, что оно зрело 4 года, оно было спонтанным. Даже муж и дети у меня были в шоке. Под детьми я еще подразумеваю своего брата, потому что когда им в понедельник, когда мы должны выезжать в Питер, я им сказала, что да, мы в Питер, только сейчас заедем в одно место. Говорит, в какое? Я говорю, на звероферму. Они такие, что? Звероферма? У меня даже Алиса говорила, мама, нам не нужен соболь. Я говорю, Алиса, а кто такой соболь? Она такая, это рыба. Она такая, нет, это не рыба. Она такая, это тот, кто пьет кровь. В чем-то она, конечно, права. Возможно, он еще попьет моей крови. Зову Елисея, своего брата. Говорю, Елисей, кто такой соболь? Он такой, это птица. Я говорю, вот Кирилл. Кирилл, это мой муж, кто не знает. Нам обязательно нужен соболь. У нас дети не знают, кто такой соболь. В общем, любят его сейчас все безмерно. Реально. Прям за Алисой чуть ли там не споры идут, кто сейчас его тискает. Поэтому я сейчас это видео записываю в 4 утра, пока все спят. Как ехал из клетки в Питер в машине на танке. Ехал. Хороший такой. Правда, чуть-чуть даже воняет. Конечно, он в грязи сидел. Но не сильно. Потом отмоем. Слышишь? Слышу. Ага. Новый зверь. Приятно пахнет, да? Просто что-то новое. Не, говорят, они вообще, в отличие от других куних, они не пахнут. У них нет таких желез. Вообще, да, они не сильно пахнут. Чувак, ты еще не представляешь, какой счастливый билет вытянул. Такой милый. Любит безмерно. Радости в дом принес просто неимоверно. Хотя я понимаю, сейчас, конечно, он щеночек маленький, соболи это щенки. Он очень много спит, он, кусючий, конечно, но не сильно. Он доставляет массу удовольствия, и что самое, интересное и веселое меня ждет месяцев после 6 его. Но будем вместе набираться опыта, учиться жить друг с другом. Я, конечно, планирую на зиму ему устроить вольер, чтобы он, все-таки ему и жарковато будет дома, так что, скорее всего, у него будет какой-то вольерчик. Но я очень надеюсь, что он таким сладким, таким ручным останется. А если не останется, ничего страшного. Будет просто жить прекрасный соболь. Да?
Да. Лучше же, чем начинута шея, да? Ну, просто пуська, ну, это просто, ну, вот как я могла удержаться, скажите мне, пожалуйста. Вот такая история Соболя Тулупчика. Вы поняли же, да, я люблю такие немножко имена, у меня с черным юмором все нормально, но мне кажется, Тулуп очень символичное имя. То есть здесь без всякого стёба, хотя, конечно, со стёбом немного. У меня дочка занимается фигурным катанием. Тулуп — это прям такой, ну, и довольно известный элемент в фигурном катании. Я вот думаю, что он двойной и тройной тулуп научится делать явно раньше, чем Алиса. Они очень прыгучие. Вот, ну и плюс такая вот шубка, которая не стала тулупом. Просто, ну вы посмотрите на него. Ну, разве есть ко мне какие-то вообще вопросы? Как я могла его не забрать? Скажите, пожалуйста. Джу-джу. Может, Дейла сеть хочет бегать, играть, да? Бегать, играть.